что ж, наконец-то я прибыл в мой любимый, один из любимых городов Зеленоград. Я, кстати, в свое время здесь прожил целый год. Научный город, который очень уютный, вроде бы и не Подмосковье, и не Москва. Ой, сегодня мы с вами посетим одно место, которое я безумно люблю, в которое у меня проходит огромное количество встреч с партнерами, с рекламодателями. В общем, мы здесь встречаемся постоянно либо с моей съемочной командой, либо с товарищами, с друзьями с Москвы, потому что оно как раз находится на расстоянии между вот Клином и Москвой. То есть и тем вроде как более-менее удобно приезжать. Ну и просто погулять тоже здесь в кайф. Называется заведение «Философия Лайф». Но на самом деле в простонародье просто философия. Олдовое, очень крутое заведение, в которое мы попробуем с вами, что бы вы думали? Правильно, морских гадов. Не слушай его! Разные устрицы. Вот это то, что я мечтал. Я постоянно на стриме говорю, эх, вот бы кто-нибудь пригласил. Никто не пригласил. Самому пришлось ехать. Да, попробуем, короче, сегодня устриц, морских ежей. Этих, как вот этот, Лех, ну как они эти, гребешки, да, вот эти гребешки, все, ой, свежее прям, о! Попробуем, да, главное с правильной подачей, и все прям сказали, очень вкусно, да. Так что пойдемте познакомимся с этим заведением, ребят, повторюсь, наверное, этот ролик будет более такой, знаете, какой-то атмосферный, потому что, правда, очень сам люблю это заведение, и здесь очень часто бываю. Так что как-то так. Рассаживайтесь поудобнее. Чай, кофе, лайк, подписка. В общем, вы все знаете. Телеграм-канал Heart Inside. Поехали! Ну, а пока мы ожидаем основные блюда, я, кстати, очень редко так делаю, но хочу вас познакомить с одним человеком. Это управляющий заведения «Философия». И объясню прямо сейчас, почему я так хочу выделить этот момент. Сергей? Присаживайтесь. Добрый вечер. Новый год. Пошла. Здорово. Привет. Еще раз, да. Очень многие по-любому всегда спрашивают, почему ты поехал туда, почему ты поехал сюда. Я наткнулся на это заведение на самом деле случайно. Это наша вот первая встреча была еще когда мы, я не помню, с какими-то партнерами, короче, у меня была встреча. Почему именно в этом заведении? Потому что съезд с Платника, то есть с Платки М11, ты прям попадаешь прям практически через 2 минуты уже в этом заведении. Поэтому просто спонтанно здесь организовали встречу. Ребята ехали с Москвы, я ехал с Клина. То есть примерно где-то вот эта средняя вот эта перемычка. С Москвы ехать, наверное, ну сколько, минут 30? 20. Минут 20, да. Все Не быстро, да. тихим, да, сапом и в носу ковыряясь. Вот, мне ехать чуть подольше, но мне в Зелик доехать как бы вообще не проблема. И мы здесь остановились первый раз. Подкупила, сразу говорю, что я очень люблю веранды. Я очень люблю открытые веранды. Летом здесь прекрасная веранда, просто шикарная. Второе, что сразу меня подкупило, это сама кухня. Разнообразие кухни и то, как блюда делаются, какие порции, как они подаются. Короче, вот эти все мелочи, они собрались в совокупе, но самым-самым вот этим вот неожиданным, да, для меня таким вот какой-то вообще необъяснимой для меня фигней была тема то, что ходит чувак, короче, знаешь, такой: здравствуйте, до свидания, приветствую. Ну, я думаю, ну, как обычно, как они называются-то, Сереж? Эти, как они? Хостес. Кто встречают Хостес, гостей, да, короче. хостес, Ну, да. обычные, вот кто стоят, да. А это оказался сам управляющий. А я такую, короче, херню из всех заведений видел только в Мальте. Понял, как с командой летал? То есть сам хозяин, он или управляющий, или представитель, да, главное лицо на данный момент, оно само выходит и общается со всеми. То есть спрашивает, понравилось, не понравилось, провожает, встречает, Ну ладно, дружим. хватит дружим, хвалить, да. но это Ну, это по факту. но Это честно. спасибо. Да, Но честно. это и часть, правда. да, моей истории такой, да, больше, наверное, душевной истории, да. Этот весь такой небольшой опыт, там, 20 лет за спиной уже. Да? Ну, небольшой. маленький. Небольшой, да. и всё. Слушай, И- ну ты только в этом заведении отработал или Не, ну куча было? много всего было. Были там крупные проекты Якитория, если известно, Ян Примус. История была в центре Москвы у Леры Головановой, такой известный ресторатор. Тут как раз рыбная история, да. Она давно еще в детстве, когда там с родителями там ездили отдыхать, там на Лазурный берег. Рыбка, морепродукты, да, и оно где-то вот оно осталось. То есть И это оттуда пошло? Оттуда пошло, да. А потом в 2018 году, как раз поработав в центре Москвы, как бы в рыбных ресторанах, я как раз все это увидел, как это все можно делать, как кормить можно людей, да, хорошими продуктами, хорошими порциями, да, то есть
И, Да, порции здесь то есть, большие, это и точно я не подумал, маленькие. а почему бы нет, да, почему бы это не дать любимому городу Зеленоград. Да, Мгм. то есть, и вот так получилось. Вы одни? Мы одни здесь такие, да. А почему никто не додумался? Они не умеют, наверное, да, просто, может быть. Как? Ну подожди, ну ты хочешь сказать, рыбных ресторанов нет? Но здесь нет. Вот в Зеленограде нет. Ты скажи, вот это что ты такой тут принес-то? Я не пью. Да? А это Так- что у нас? Так это домашняя настоечка на травах. О, Ты же слышал, да, О! то, что все уходят от нас, да? То есть Егермейстер, туда, это вот и ну, свой? типа, да, да. это вашего Да, этого? бадьян, кардамон, мед, там, ну там все. Ну чего, расскажи, хоть они Чё? интересно. Чего там? Ну, водочка Так. наша. Наша, да. так. Угу. Кардамончик, бадьян, розмарин, мед, ну и щепоточка любви. То есть там всё есть, Секретный, да. секретный этот. Слушай, тепло, хорошо, и мы сидели тогда допоздна здесь, и прям, знаешь, прям такая она атмосферка хорошая, музычка спокойненькая. Да. То, чего не хватает вот нам в моем городе. Почему? Потому что постоянно везде музыка грохочет, ни хера ни с кем не пообщаешься, не поговоришь, и какое-то все, знаешь, такое неуютное. А здесь раз пледиком накрылся, сидишь, зачилил. Всё, слушаешь музыку спокойную, да, то есть как бы вот это тоже наша фишка, да, люди как на концерте, они сидят, наслаждаются музыкой. Я раз попал, То у есть, тебя да. здесь живая была Да, музыка. да. Это когда мы попали-то? Да, Выходной? Пятница или что, я не помню, ну, наверное. Девочка где-то, пела. да. Так, а да, вот где-то, девочка. где-то в Женщина эти уже дни, пела, да. да. А может, женщина, да. То есть, ну, Женщина красиво Да. пела, кстати. Мы тогда с Кирюхой. и тут красиво пела, да. Да и да, и как бы там два в одном. Вот, так что как-то так. Я понял. Слушай, а вообще, насколько я никогда не интересовался, насколько старое это заведение? 1960 с копейками года постройки. Охренеть. И оно культовое в плане общепита, да, то есть здесь была шашлычная, да, то есть гастрономия. Потом здесь было казино, да, то есть свои там года, Мгм. да, веселые. Вот, и мы здесь уже 2,5 года существуем, и достаточно. Слушай, это получается, Достаточно я успешно, к вам хочу уже сказать, да. катаюсь, это Да. практически с момента вашего открытия, потому что я помню, была Якитория, Была. это соседи. Да. Я тоже там был, да, открывал ее, Мгм. так что все было. И вот Якитория, Да, получается, сдулась, а вы Мы остались, здесь, да, да, прям да, плотно да, закрепились. да. Мне кажется, вот это заведение, оно больше, знаешь, вот для посидеть с девушкой на каком-то свидании, с ребятами, день рождения, хороший, знаешь, Камерная, такое, маленькая. У нас да. 45 посадочных мест, оно небольшое. Но небольшое, но оно очень уютное. Уютно, да. Оно как-то, знаешь, сюда приходишь. Во-первых, мне нравится, как можно то, что там уединиться спокойно. Допустим, ты захотел посидеть без лишних глаз. Сел, уютненько, комфортненько. Захотел у окошечка, пожалуйста. Захотел ближе к музыке, пожалуйста. То есть такое оно идет, прям разделение по зонам. Мне это очень тоже нравится. Ну, что, надо это... Да пора уже, да. Давай уж, как говорится, как она... М? О, это медик, да. Ну, это ждет всех гостей, да. Да. Милости просим. Да. Да, фирменная. Кто, короче, от меня приходит, Серега сказал, да, если что, там говорите, да, вон этим официантам, ребятам, да, хорошие тоже. Скажите, ну-ка, это мы от Лехи, ну-ка, давай-ка это граммчиков, да, несколько. Ну, за что? Наверное, за праздники. За мир, за здоровье и за праздники. За мир, чтобы скорее все тихо, спокойно Да, было в мире. Надеюсь, хоть годик, да, поживем спокойно. Вот, здоровье это потому, что оно всем нужно и важно. А что это мне еще? Ты говорил что-то важное. С Новым годом. С наступающим, Давайте. давайте вас, да. Или они уже будут в Новый год смотреть, кто знает, да, кто когда. Все, ребятки, с праздниками, с наступающими. Ну, давай, попробуй. Ну, что, пробуйте, давайте. Давай. Опа. Как зашла, как родная, О. видел? О. М? Кому он нужен? Ой. Тот, этот вот, егермастер-то. О, ну там сразу видно шляпа, да. Ну, слушай, ну оно идет. Сколько здесь градусов? Да немножко. Градусов 30. 35. Да, я думаю. Да. А заходит. О, а як пахнет. Ладно. Все, Спасибо, мы да. ждем. Спасибо, что познакомил. Да, вот я тебя с ребятами за все. И спасибо за отношения, потому что мало заведений, кто так относится к своей работе. Вот, к любимой, да, получается, работе. И спасибо, что рыбкой порадовал. Не знаю, что по вкусу, сейчас вот попробуем, но, надеюсь, пойдет хорошо. Все, приятного аппетита. Ждем Всё. всех. Да, Всем спасибо. приятного.
что ж, как всегда, самое интересное, самое вкусное – это дегустация. Вот это вот все, вот это вот нам принесли. Я, честно тебе скажу, ничего вообще из этого не пробовал. Значит, у нас с тобой, смотри, устрица, понимаешь? Устрица. Всю жизнь я хотел попробовать, если честно, очень страшно. Она, по-моему, шевелится. Вот это гребешок. А вот это вот икра морского ежа. Понимаешь? То есть все серьезно. Все, понимаешь, это не как там, а как тут. Первое, что мы с вами попробуем. Ну, выбор на самом деле очевиден, но он не очевиден. Ты меня спрашиваешь, почему? Потому что хочется попробовать все. Начитался так про вот эти блюда. Говорят, гребешок, он больше как на белковое, как на мясо, что ли, на курицу похож. Про вот это, вот про икру морского ежа, знаешь, что вообще говорят? Там чуть ли не панацея, вообще от всего спасает. Говорят, там потом... Будет расти, последует взрыв. Чем больше... Будет, да. Вот, устрицы тоже какими-то там супер свойствами обладают. В общем, вот это все, вот это полезно. Я это все люблю, но никогда не пробовал. Я в основном на осьминожках, да, ограничивались там на креветочках, кальмарчиках, там, да. Ну что ж, первым я хотел бы попробовать именно гребешка. Потому что, вы знаете, вот очень тут перчик красненький, как я люблю. И, кстати, смотри, что покажу. Вот это раковина, да, в которой, собственно, и живет сам гребешок. В ней же он и подается. И вот это у нас соус песто немножечко. И зеленушечки, и перчик. Что я ожидаю? Именно вот от этого блюда. По консистенции, если очень внимательно посмотреть, очень похоже на курицу, филе, наверное, знаешь что, не курицы, а индейки. Какой будет на вкус, понятия не имею. Давайте пробовать. Ну что ж, первый раз пробую гребешка. Ой, дай бог, а все-таки, да, что вот я стример, вот так вот могу вот прийти, сказать, дайте попробую. Ой, так мне это все нравится, все это так нравится. Приятного аппетита. Он лайк поставил, знаешь? Нет? Я уверен. Опять нет? Опять нет. Лайк надо поставить 100%. Да, и комментарий написать. Кстати, напишите реально, вы что-нибудь пробовали вообще вот из таких вот штук? Напишите, а где, а как, а что, мне интересно. Приятно. Не понял. Ну-ка. Ну-ка. Интересно. Что за тема? Слушай, что-то нежное такое, знаешь, прям. Твердая консистенция, то есть это не сопли, а такое, знаете, твердая консистенция, очень вкусная. Не пойму, что мне нравится в этом. Что-то мне, короче, понравилось. Я даже вот так вот сделаю. Кайф. Вот это вот мне очень понравилось. Еще такая же вторая. Вторая такая же, подожди, это я, может, с вами там поделюсь. Слушай, классно. По 5 балочке, наверное, прям пятак бы поставил. Свежо. Не вот это вот как вот устриц, знаешь, вот это вот. Ну да. А такое твердое. Мне кажется, вот 2-3 таких штучки я бы прям засандалил. Вот так вот. И все. И вообще прям вот и по кайфу. Угу. То, что нужно. Слушай, понравилось. Ставлю пятак. Мне очень-очень-очень это дело зашло. Ну а дальше мы переходим к устрицам. Понимаете? Сейчас я вам про устрицы здесь расскажу историю. А вот это вот. Где-то я в фильме в одном видел. Это выборы, помнишь это? А налей-ка мне, говорит, сынок, водочки граммчик встал. Морепродукты. Ребят, напоминаю, употребляют их вместе с белым вином. Понимаете? Конечно, кто что любит, но я, как говорится, все-таки не... Там это, да, уже все-таки солидный человек. Давайте сейчас я... О, это просекко. О. Итак,
переходим к второму. Понимаешь? Не к второму, в смысле, пюрешка с картошкой, а к второму, что вот у нас здесь представлено. Значит, это устрицы. Самая вещь, которой я почему-то боюсь не столько, сколько ежей, сколько устриц по вкусу, потому что у них, знаете, такая консистенция вот эта вот это вот, который вылезает, да. Но познавательная минутка. Познавательная. Вы в курсе, что устрицы — это у нас, что там, антистресс, понимаешь? Продукт антистрессовый. Не только для мужского, как говорится, этого, да, а прям вот. Антистресс. Вот наездишься ты по своим вот этих пробках, вот этих вот, на работе насмотришься. Пришел домой. Давай мясо, давай мясо. Вот так вот устричку взял. Кто, кстати, устрицы ест каждый день, просто вот так вот, ну, чисто вылавливает их в ванной и ест. Плюсаните там тоже в комментариях. Вот, значит, вот так вот она выглядит. Короче, очень полезно, кто постоянно в стрессовых ситуациях находится. Тем более сейчас, в это время. Значит, вот так вот устричка выглядит. Смотри дальше, Сережа, я тебе что показываю. Берешь вот так вот ложечку, понимаешь, ложечку взял. Видишь, что у нас здесь? Смотри, крупниками бери все прям. Значит, это у нас винный соус с луком шалот. Понимаешь? Правильно же, да? Шалот. Вот за кадром показывает, смотри, я уже как повар. Вот так вот берем, вот так вот, знаешь, вот так вот немножечко вот так вот. Оп. И вот так вот, знаешь, вот как вот так вот. Вот так вот. Оп. Вот так вот на устричку, вот так вот. Вот так вот лучка поддал. Так. Я не знаю, чем, ложкой и вилкой, чем там? Вилочкой. Ну, давай вилочкой. Давай, сейчас я ковырну, как говорится, да. Значит, особо прошу обратить внимание, знаешь, на что? Мне сказали, я-то не шарю, это вы там по устрицам. Вот здесь вот смотри, какая-то ножка, понял? И вот это вот показывает, что, говорит, это прям вот тот свежачело, понимаешь? Там никто не колупался пальцами своими грязными. Вот. Так, устричку, смотри, подтергиваем. А, слушай, она такая упругая, я думал, тут сопли прям будут. А она, смотри, Сережа, она у нас... Уф. Это прям может быть вкусно. Так, соскремдываем, значит, мы ее с этой ножки. Давайте-ка вот так вот, чтобы врагу ничего не осталось. Вот. С ножичкой вот так вот взяли. Соскребли. Я бы, знаешь что, я человек простой, я он еще вот так вот взял бы соус с лучком, как поддал. О, ну сегодня у нас намечается веселый вечер. Да, Лех? Найс. И как вот, как ты их вот так вот, и это, раз, и все. Выпить сначала. А выпить? Да. Кого? Ничего не понял, ладно, меня будете учить. Я, короче, человек простой. А прям вот так вот ее... Слушай, эта тема... Мне казалось, что это шляпка какая-то. Ну-ка, подожди-ка, дай-ка я вторую туда загоню. Не почувствовал, надо еще. В топочку. Слушай, она знаешь что? Она, короче, она твердая вся. Я думал, вот это вот, короче, ты понял, я думал, вот это сопли как будут. А она вся твердая. Она, знаешь, как что, как какая-то как мармеладка такая по консистенции. Обманчиво. Да, и знаешь, какая вкусная. Слушай, она вкуснее вот этой. Прикинь? Она по вкусу вкуснее. Либо это из-за вот этого соуса, понял? Фирменного. Слушай, ну-ка, подожди-ка, дай-ка я вторую. Может, мне попалось так? А попробуй немного без соуса. Лимончиком, говорят, понимаешь? А что это я без соуса? Ты тут мне сейчас научишь, смотри, опа. И надо кислиночки, да-да-да, надо лимончика, понимаешь, добавить. Он мне за кадром, вот ребята подсказывают, смотри, опачки. Сейчас она, знаешь, полетит туда. Ой-ой-ой-ой. Слушай, она прям, это твердая, она не сопли, я тебе говорю. Я всю свою жизнь, мне 35 лет, я думал, что это шляпа сопливая. А она, оказывается, нет. Прикинь. Ну, здрав будь, боярин. Давайте, здоровья вам, как говорится, мужского, да. Ну, а у кого уже все, ну ладно, не расстраивайся, вот можешь устричку поесть. Просто для галочки. Давай, поехали.
Ой, а с лимончиком она вообще. Вот это вот моя тема будет, слышь? Это вообще 100%. Это по вкусу обгоняет вот эту. Понял? Очень вкусная, такая прям твердая. Ой, мне очень понравилась устричка. Очень, очень вкусная. Ну ладно. Две заточил, надо сейчас еще одну будет взять за кадром. Ребят, переходим к икре ежа морского, понимаешь? Сейчас я тебе расскажу. Тут йодом знаешь, как пахнет? А почему, ты сейчас узнаешь дальше. Не-не, давай, вот так вот кадр, вот так нашел. Не вырезай. Ну что, мискузи. Длинный туннель. Мискузи. Переходим к вообще самому, понимаешь, тому, чего я не знаю даже. Я устриц, честно, боялся, но морской еж, вот я сижу, слушай, ну запаха у него нет. Просто запах моря вообще ни к чему не обязывающий, на какой-то одеколон похож. Значит так, несколько фактов о икре морского ежа. Ты знаешь? Не знаешь? Я тебе сейчас все расскажу. Присаживайся. Значит так, первое. Для чего вообще, что самое у него важное? Ты в курсе, что морской еж поднимает не только а еще и иммунитет твой? Ты тут прям серьезно. Говорят, что вот если засандалить, раз даже вот в месяцочек вот так вот морского ежика, то знаешь, как это начнется? Болеть вообще не будешь. Второе. Сердечно-сосудистые сердечники хавают морских ежей, оказывается. А у меня все-таки, я сейчас занимаюсь сердцем. В курсе нет? Кто на стримах бывает, тот знает. Для профилактики там что-то сердечно-сосудистых заболеваний. Представляешь? А знаешь, что самое важное? Ты сейчас вот скажешь, что еще важнее здоровья. Я тебе сейчас скажу. Космонавты. Ты в курсе, когда туда летят, на основе икры морского ежа, у меня оператор в шоке стоит, все сейчас здесь в шоке, разработаны таблетки, которые чего? Снимают эти стрессовые и физические нагрузки. Вот это знаешь, что такое? Думаешь, просто так стоит для красоты? А нет. Во льду, видишь? Смотри, это соевый соус и 2 пожилых перепелиных яичка. Смотри, что делаем. Култыхаем как следует, чтобы до однородной практически консистенции. Выглядит очень страшно, честно скажу. Очень страшно. Смотри, выливаешь туда, но не целиком лей. Ты сейчас выльешь тут бадью целую. Вот так вот, знаешь, чисто на глаз, просто вот так вот. Опа! Так. Это знаешь почему? Потому что, как сказали, вот эта вот икра, а я сейчас попробую. Я сейчас тут лайфхаки начнутся. Смотри. Я сейчас возьму вилку обычную и попробую просто отдельно икру, пока я не перемешал. Говорят, что она йодом, прям жесткий такой привкус йода. Ну-ка, дай-ка. Ну, есть, да, чуть-чуть. Не резкий прям, но очень интересный. На какой-то компот, что ли, напоминает мне из детства. Карамель какая-то или... Слушай, ну прям йод я не чувствую. Прям вот йод. Нет такой херни. Так, короче, берем ложку, начинаем все это колдыбенить, понимаешь? Перемешиваем. Получается у нас, значит, состав этого аттракциона следующий. Это икра морского ежа, перепелиное яичко. Выглядит, честно говорю, очень страшно. Очень максимально стрёмно, страшно. Сопливый все, блядь, такое. Вырви глаз. Но мне почему-то что-то подсказывает, что это может быть вкусно. Ладно, говорил. Для храбрости. Угу. О, просекко. Напишите хоть кто-нибудь, что такое просекко-то, я слышу. Ты думаешь, прям через край? По-простому? Щимануть? Я могу. Ну и что ты думаешь? Вкусно будет? Не страшно.
страшно, жесть. Такой вообще, знаешь, как будто это... Очень страшно. Ну, Аня, ты думаешь, лайк поставить за это? Ну, я вообще ложкой. Вообще это едят ложкой. Но ложкой, понимаешь, едят только трусы. Настоящие-то мужики, они через край бахают. Понимаешь, чтобы сразу прям эффект был. Ладно, давай, попробуй. Оп. Солоноватый вкус. Вкус перепелиного яйца теряется. То есть я чувствую... Короче, в морскую тему, понял, отдает? Ничего неприятного не чувствую. Подожди-ка. Ну-ка. Одну секунду. Слушай-ка. А это, походу дела, тоже моя тема. Угу. Слушай, мне понравилось. Прикинь? Тебе серьезно говорю? Мне зашло. Но выглядит очень страшно. Это самое страшное блюдо, которое выглядит. Че, устрицы или ежи? Че лучше? Устрицы или ежи? Наверное, устрицы. Вот и сейчас еще раз попробуем. Ну, пока подожди, да. Я понимаю, что тут оно непонятно. Оно... Вот, допустим, ежик, вот его... Вот сейчас, вот, допустим, у него какой-то вкус раскрывается внутри. Я не знаю, как это объяснить. Очень приятно. Очень, знаешь, такой прям... Как будто вот... Я даже не знаю, с чем сравнить. Вроде... Вот, ты понимаешь, оно все переплетается, Лех. Оно переплетается, потому что идет где-то в сторону даже устриц. Ты понял? То есть у них оно примерно из одной этой. Но вкусы разные. Но вот это послевкусие, знаешь, такое морское, очень приятное. Но не вот тухляком тиной, а именно вот морем. Знаешь, вот это вот. Знаешь, когда? Я тебе сейчас скажу, на что ежи похожи. Вот в Сочи я был, во время шторма по морю идешь, и вот такой же, знаешь, вот слегка вот этот йода, такой вот, какой-то вот это вот, короче. Слушай, ну... Почему это морское это отдает? Потому что откуда это привезли все? Я сейчас расскажу им. Подождите, я ежика до конца. Очень мне понравилась эта тема. Короче, это знаешь, как вот ты смотришь, типа такая консистенция, а на вкус просто потрясающий. Угу. Рекомендую ежик 100%. Шикарная тема. Но мне кажется, будет на любителя. Потому что кто-то... Короче, кто любит морскую тему, да, вот эту вот рыбку, всяких гадов, я думаю, что зайдет вам 100%. Так что как так. А знаешь, что самое важное? Вот меня сейчас спрашиваешь. Кто тебя спрашивает? Тебя, говорит, 4 человека смотрят. Блять. Тихо. Значит, самое важное это что? Самое важное то, что ты думаешь, это откуда все это везется, а? Из вот этих вот непонятных этих закордонных, да? Ничего подобного. Вот это все, что я кушал, везется, между прочим, с Дальнего Востока. Я, конечно, другие не пробовал, привезенные, но скажу следующее, что мне очень все понравилось. Я был уверен, что мне не понравятся устрицы. Не знаю почему. Шикарная консистенция, шикарный, легкий такой, прям, знаешь, прям вкус с лимончиком только обязательно. Вот это вот с этим лимончиком, вот этим вот соусом вообще просто залетает. Прям рекомендую, ребят, попробуйте, кто ни разу не пробовал. Наверное, второе место ежам и третье этим друзьям. Гребешкам, да. Наверное, вот так. Хотя, ты знаешь, блядь, на самом деле, и гребешок-то, зараза, он вкусный, но у него не такой яркий вкус, ты понял? Он такой прям... Он... Тебе как же объяснить, на что гребешок похож?
Он отличный от них вкус. Если здесь вот они пересекаются, устрицы и эти, гребешок, он прям такой нежный, он даже и на мясо-то не похож, такой прям, Более привычно. ну да, ну чистый белок. Вот знаешь, вот прям вот как будто вот ешь вот мягкое, нежное мясо индейки. Вот так вот. Так что как-то так. Ну а сейчас, продегустировав, вот эти вот, как они там, гады морские, чи не гады, он не за кадром, Леха подсказывает, мы с вами переходим к основному блюду, понимаешь? Сейчас принесут здесь, сейчас здесь все с ума сойдут. Так что оценка этому, приеду 100% еще раз попробую. Это железобетонно, потому что правда очень вкусно. Вот. А вот рыбку заморскую попробовать, вот это вот, да, что я вообще точно не пробовал, и ты, кстати, тоже не пробовал. Сейчас будем пробовать. Так что всем приятного аппетита, продолжаем. Опа, а я уже здесь. Ну что ж, сейчас будет, знаешь, сколько много этих заморских слов разных. Знаешь, я готовился, я целый лист вот это. У нас есть лист? Нет. Ладно, я запомнил, честно скажу. Короче, вот эта вот рыба, которую я пробую первый раз, многие наверняка ее тоже не пробовали, не видели, но экзотика, как говорится, ёпта. Короче, это, грубо говоря, на наш по-русски глубоководный пожилой окунь, понимаешь? Называется рыбка группер, обитает в водах Индийского океана, вблизи Шри-Ланки. Так что вот тут к нам она заплыла. Подается на подушке из овощей. В общем-то, добавляется фенхель, сельдерей, тут еще что-то, короче, вкусное. В общем, сейчас все будем пробовать. И морковку вот вижу. Ты скажи, что он пятнистый. Пятнисто они видят? Да он, что он тебе? Так, ну, как говорится, мне нравится. Первый, второй. Можно выпить еще 6. Так, поехали. Ну что, это, надо покатать, да? Ну, за рыбалку. Слушай, мне надо это, человек-тост, понял? Ребят, вы мне подписывайтесь на соцсети Hard Insight, наш телеграм-канал. Подписывайтесь и, знаете что, давайте я сделаю, давайте сколько? 20 тысяч лайков, если видео наберет. Я прям сделаю пост, в котором вы можете вот это вот, отдельные тосты мне заказывать. А я штук 20 их сделаю. Можно будет выпить не одному, а вместе с Хардом. Ну, давай, за тебя. Оп. Поехали. Объектив дорогой, не будет. Так, поехали. Значит, что у нас по групперу? Зараза, здоровый. Значит, как мне сказали за кадром, белое, сладковатое мясо и малое наличие костей. Что, кстати, делает эту рыбку, не любитель я вот это вот ковыряться, знаешь, там, блядь, сидеть вот это вот выковыривать, вот это, когда особенно с девушкой, да, пришел, вот это вот она рядом сидит, вот это, которая не ест у тебя вечно ничего, потом тройной чизбургер хавает он в этом, которые уехали, да. Ну что, давай попробуем. Ребят, я по-простому, ладно, буду, я не шарю за это ничего. Короче, вот так вот, смотри, опа. Опачки, пошло. Хрустит, а знаешь почему? Смотри, свежачело просто, только-только из этого. С Индии, понимаешь, пришла. О, мяско беленькое, смотри. Просто то, что нужно. Я вот как у меня получается, ребят. Вы уж там не обессудьте, я торты-то резать не умею, но... Лимончелло забыл. Согласен. Опачки. Так. Вот это мне вот очень интересно. Вот эта вот тема. Ну-ка. Сейчас мы с вот этими. Сочная очень. Знаешь, такая прям... Слушай, ну это она целиком зайдет. Угу. Ничего лишнего я здесь не вижу. Молодцы, что так готовят. Знаешь почему? Чтоб мне вот это вот... Хочется же мясо попробовать настоящее. А тут это нахера что этих соусов всякого. Рыба плавает, ничего не понятно, ничего не видно. А здесь прям...
Да, зеленушечка, прям она с нашей родненькой заходит потрясающе. Слушай, ну она прям зайдет. Она вся зайдет целиком. Прям идеально. Она прям раскрывается. И все. Да. Костей вообще нет, как вы видите. Я кушаю. Мне ни одна кость не попалась. С центра просто начинайте разделывать и все. Угу. Кости вот они все у нее. Ну, я вам так скажу. Морская рыбка. Вкусная. Я не нашел здесь каких-то привкусов, еще чего-то. Очень вкусная. Такая она сочненькая. И, в общем-то, идет замечательно. Вместе с овощами идет как полноценное блюдо. Менять бы, добавлять, наверное, что-то ничего я вообще не стал. Угу. Овощи правильно приготовлены, я считаю. Не это. Короче, не разваливаются. Такие тверденькие, хрустящие. Мне очень все понравилось. Так что, ну что, можем сказать. Рыба зашла. Чего-то вау. Ну, морская рыба, но вкусная, сладенькое мясо. Вот это у нее есть такая тема. Взял бы еще раз, еще разочек бы точно бы взял ее. Потому что такая она прям, знаешь, мне понравилось, что здесь не ковыряться. Что нет вот этого вот это легкое, вот это вот, понял? Ну, это вот начинается вот это вот все, вот это по краям, вот это. Нет, раз, покушал, все культурно, все прилично, можно, в принципе, даже где-то на встрече заказать. Почему бы и да. Вот, так что как-то так. Ну, было очень вкусно. Подведем итог этому месту, кухне, вообще всему в совокупе. Слушай, что-то, Лех, в преддверии Нового года мне так впадло говорить вот это официально, как я обычно, вот это вот, знаешь, вот это вот, вся вот эта вот тема, типа, вот, дорогие друзья, я скажу по-простому. Очень было интересно попробовать вот это вот все, а? Это же недоступно было, ребят. Я в обычной семье вырос, и всю жизнь я мечтал попробовать вот этих устриц, все остальное. И, ты знаешь, мне так все понравилось. Я был уверен, что что-то не зайдет. Но гребешки как-то очень просто, а? Такое, знаешь, более простое. А вот эти вот ежики мне очень понравились. И устрицы, вот так вот губки дудочкой делаешь, туда оно и заходит. Рекомендую это место, заведение, напоминаю, философия. Город Зеленоград. По навигатору там найдете, не проблема. Все. Может, здесь как-нибудь, кстати, и встречу устроим. Я думаю, угостим всех чем-нибудь. Ребят, кстати, это именно тот человек, который на крайней нашей сходке на Поклонной горе делал фуршет, который так разлетелся. Дружба все-таки хорошая вещь. Ну а вас с наступающими праздниками. Постараюсь чем-нибудь порадовать. Извините, что так мало авторских роликов стал выпускать. Ребят, занимаюсь сердечком, занимаюсь спиной убитой. Что вам еще сказать? Удачи вам. С Новым годом я вас поздравлю. В пиджаке в малиновом буду. Красиво. Да, так что, как говорится. Ладно. Всем пока. Кому понравилось, завези свой палец вверх, подпишись на канал. Ну и в комментарии что-нибудь там настрочи. Если зайдет, я бы хотел вот такие вообще выпуски делать. Просто, знаешь, не официальный какой-то официоз, а такие, знаешь, душевные. Денег никто за это не платит, так что мы так, как всегда, на вольных хлебах, но зато от души. Удачи, добра, бобра. Заходи на стримы. Hard Insight, телеграм-канал. Ссылку оставил внизу в описании. Удачи, ребят. Пока-пока. Увидимся на стримах.